Сегодня готовим медовик из жидкого теста, то есть ничего раскатывать не будем. Очень удобно, согласитесь. Моя мама часто экспериментирует, и наш любимый медовик дополнила сначала карамельным соусом, а затем заменила на карамельный мусс. И это получился шедевр. Вы только представьте, нежнейшие медовые кусочки погружены в сметанный крем с нотками ванили, а сверху покрыты сливочным карамельным муссом. Ну просто вкуснейшее сочетание, а торт так и тает во рту. Внешне очень стильный, но какой он красивый в разрезе. Убедившись в его идеальности, делимся рецептом. Ингредиенты для коржей используются самые обычные. Обратите внимание, что яйца категории C1, то есть довольно крупные. Для крема берем сметану жирностью 20%, можно и менее жирную, 15%, так как торт собирается в форме. Крем не обязательно должен быть густым. Для карамельного мусса сливки советуем взять жирностью 33%, но они должны быть жидкие, чтобы было проще работать. Желатин можно растворить или в воде, или в нежирных сливках. Начнем приготовление жидкого теста. В кастрюлю с толстым дном выкладываем масло, всыпаем сахар, добавляем мед и соль. Переносим на плиту и на среднем огне пригреваем до полного растворения сахара, при этом постоянно мешаем. Почему медовое тесто нужно готовить в кастрюле с толстым дном? Чтобы избежать быстрой карамелизации меда и сахара. Также можно готовить и на водяной бане, но тесто получится намного светлее. Видно уже, что все ингредиенты превратились в однородную эмульсию. Добавляем соду и продолжаем постоянно мешать. Масса пенится, светлеет, увеличивается в объеме, поэтому это надо учитывать и взять кастрюлю повыше. Немного убавляем огонь и мешаем, пока не получим красивый янтарный цвет. Как только добились нужного результата, выключаем огонь и оставляем остывать минут на 10-15. Масса не должна быть слишком горячей, чтобы при добавлении яиц не свернулся белок. При этом сразу же интенсивно мешаем венчиком. Можно яйца разбить в пиалу, взболтать при помощи вилки и тонкой струйкой и ввести в медово-масляную массу. Если вдруг свернулся белок, есть вариант, как решить эту проблему. Просто берете сито и процеживаете массу. Лучше, конечно, этого не допускать. Далее просеиваем 250 грамм муки. Перемешиваем до однородности. Если нужно, понемногу добавляем остальные 50 грамм и контролируем консистенцию. В итоге должна получиться однородная масса красивого карамельного цвета, вот такой текучей структуры. Сначала нальем тесто для основы медовика. На пергаменте карандашом рисуем окружность диаметром 23 см. Переворачиваем на другую сторону и выливаем часть теста. Корж нужно сделать максимально тонким, поэтому контролируйте объем выливаемого теста. Разравниваем. Если идеально получится по прорисовке, то обрезать впоследствии не придется. Оставляем в сторону получившийся круг, а на другой пергамент сразу же выливаем оставшееся тесто. Распределяем равномерно на бумаге. Это сделать довольно просто. Тесто постепенно заполняет следы после лопатки, растекается и получается ровная поверхность. Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов. Режим выпекания вверх-вниз. Выпекаем примерно 17 минут, но вы ориентируйтесь на свою духовку. Главное, чтобы корж хорошо зарумянился. Наглядно видно, что могут образоваться горы, которые спустя время осядут. Вынимаем корж и сразу, пока горячий, приступаем к нарезке на квадратики. Сначала срезаем все края и разрезаем пополам. Обрезки пригодятся в дальнейшем для посыпки. Кстати, корж очень легко отстает от пергамента. Берем одну часть и режем на полоски шириной примерно 1 см-1,5 см. Можно и чуть шире. Поворачиваем доску и режем поперек такой же ширины, чтобы получились квадратики. Точно так же нарезаем вторую часть коржа. В итоге получаем вот такое количество мини-кубиков. Делим их на 4 приблизительно равные части. Параллельно с нарезкой выпекаем основу для торта. 170 градусов примерно 10 минут. Я повторюсь, вы ориентируйтесь на свою духовку. Сразу же горячий корж обрезаем по размеру. Иначе, если остынет, сделать это будет сложно, так как края быстро подсыхают. Диаметр коржа должен быть 23 см, на 1 см меньше размера формы. Обрезки от коржей измельчаем любым удобным способом. Главное получить вот такую мелкую крошку. Готовим крем. К сметане добавляем сахар и ванилин. Взбиваем до однородности. Не стоит добиваться слишком густого крема. Взбиваем просто до растворения сахара в сметане. Это займет 3-5 минут. Примерно вот такая консистенция должна получиться.
150 грамм крема откладываем для смазывания боковой поверхности торта. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Переходим к сборке торта. На блюдо ставим вверх тормашками разъемный бортик от формы или разъемное кольцо. Внутрь устанавливаем ацетатную пленку, закрепляем скрепками. Можно использовать обычную плотную пленку или плотный файл, просто нарезать на полоски. В центр блюда наносим немного крема. Корж, который служит основой торта, промазываем снизу тонким слоем крема и опускаем на блюдо. Сверху добавляем 2 половника крема и разравниваем по всей поверхности. Вот теперь крем желательно разделить на 4 части, тогда на каждый слой пойдет одинаковое количество крема. Можно этот этап пропустить и выкладывать на глаз, это уже по желанию. Берем одну часть кубиков и хаотично разбрасываем по всему крему. Сверху выкладываем одну часть крема маленькими кучками. Это делается для того, чтобы при разравнивании крема не сместились кубики. Аккуратно распределяем крем к бортикам. И так повторяем еще 3 раза. Слой кубиков и слой крема. То есть крем должен быть завершающим слоем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем для пропитки при комнатной температуре минут на 30-40. Затем убираем в холодильник для стабилизации на 6-8 часов или на ночь. На следующий день для покрытия верха торта готовим сливочный карамельный мусс. Удобнее это сделать в небольшой сковороде. Всыпаем сахар, вливаем воду, включаем огонь на максимум. Кстати, диаметр сковороды 20 см. Можно также готовить в кастрюле или сотейнике с толстым дном. Как только по краям появятся пузырьки, уменьшаем огонь до среднего. Ни в коем случае не мешаем, так как могут образоваться комки из кристаллов сахара, которые не растворятся. Время от времени вращаем сироп в сковороде для равномерного нагрева. Вот он уже активно пенится и пузырится. Продолжаем дальше вращать. Наблюдаем, как цвет постепенно меняется. Параллельно нагреваем жирные сливки, периодически помешивая. Обратите внимание, сливки немного густые, лучше использовать более жидкие, с ними проще работать. Не доводим сливки до кипения, они должны быть просто горячими. Как только сироп приобретает красивый янтарный оттенок, выключаем огонь, вливаем горячие сливки и активно мешаем. Будьте осторожны, масса начинает сильно пениться. Через минуту включаем огонь, добавляем соль, ванилин, масло, интенсивно мешаем. Аромат стоит на кухне невероятный. Если заметили, что все ингредиенты соединились и консистенция однородная, выключаем огонь. Процедим сквозь сито. В итоге получается очень вкусный сливочный карамельный соус. Его можно подавать с блинами, сырниками, панкейками, запеканкой, чизкейком, мороженым и так далее. В структуре есть мелкая зернистость. Это зависит от качества сливок. Обычно консистенция получается гладкая, глянцевая, поэтому используйте проверенные качественные сливки. Даже в таком виде соус можно залить на торт, но лучше преобразить его в мусс. Для этого в горячие нежирные сливки всыпаем быстрорастворимый желатин и мешаем до однородности. Можно вместо сливок растворить желатин в горячей воде. Выливаем в карамель и активно мешаем, пока не получим красивую однородную консистенцию. Достаем торт из холодильника и выливаем мусс на схватившийся сметанный крем. Равномерно распределяем по всей поверхности. Торт убираем в холодильник примерно на полчаса, чтобы застыл мусс. Спустя время снимаем бортик. Убираем ацетатную пленку. Подходим к финальной части декора, хотя торт и так можно подать. Он прекрасно смотрится и совершенно не похож на медовик. Его можно назвать торт ириска. Завершим все-таки декор. Берем крем, который вначале отложили 150 грамм. Наносим на боковую поверхность. Аккуратно снимаем излишки. Удобно это делать на поворотном столике, вращая его. Обсыпаем мелкой крошкой, стараясь не попадать на карамельный мусс. Снимаем излишки. Аккуратнее получается кистью. Подставляем снизу тарелку и смахиваем со столика. Лопаткой все-таки лучше и удобней. А теперь лопатку на ребро и пройдемся еще по основанию, немного придавливая. Так получается четкая линия. Протираем салфеткой. И вот в итоге какая красота! Уже не терпится вам показать, какой торт внутри. Но пока приготовим вкуснейшее и нежнейшее лакомство – кейк-попсы из остатков крема, мелкой крошки от коржей и грецкого ореха. Немного крошки откладываем для обкатки. Орех измельчаем до средней степени помола.
Смешиваем оставшуюся крошку, орех и крем до равномерного соединения всех ингредиентов. Сюда можно добавить ложку карамельного соуса. Получится просто божественно. Массу разравниваем. Делим на 8 частей, чтобы кейк-попсы получились одинакового размера. Берем одну часть и между ладошками формируем шарик. Получается 8 штук. Убираем в морозилку минут на 10. После этого каждый шарик обкатываем в крошки. Выкладываем на тарелку. Украшаем малиной, мятой и подаем. Разрезаем. Это очень-очень вкусно, а смотрится красиво и аппетитно. Пришло время заварить ароматный полезный чай, немного малины, несколько кистей черноплодной рябины, мята и несколько слайсов лимона. В чайник выкладываем малину, лимон, мяту, кисти рябины вместе с листьями. Устанавливаем сетку и загружаем давленную рябину и выжатый лимон с соком. Заливаем кипятком и настаиваем. До подачи торт храним в холодильнике. Как же он вкусно пахнет и внешне очень стильный, ничего лишнего в декоре. Глянцевая поверхность теплого карамельного цвета и лишь припорошенные бока из мелкой крошки указывают на то, что это медовик. Ну а теперь важный момент. Чтобы получить аккуратный красивый срез, подготовим нож. Опускаем лезвие в кипяток на пару секунд, вытираем насухо и нарезаем порционно. У этого торта есть две изюминки – карамельный мусс и красивый разрез, а благодаря основе из коржа торт отлично держит форму. Какой же он нежнейший и вкуснейший! Сливочная карамель с легкой солоноватостью прекрасно дополняет пропитанные кремом медовые кубики. Такой торт станет украшением любого праздничного стола. Обязательно приготовьте, порадуйте родных и близких и наслаждайтесь вкусом. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, нам будет очень приятно.